Всем большой привет, меня зовут Лада и добро пожаловать на мой YouTube канал «Любимое дело». В этом видео покажу, как плести вот такую загибку на корзине из газетных трубочек. Кому интересно, приглашаю к просмотру и к процессу. В качестве основы я беру плотную газетную трубочку, очень хорошо разминаю ее в руках и помещаю вот таким образом, как на видео, за стойки внутрь корзины. Конец этой трубочки основы я фиксирую прищепкой, чтобы он нам не мешал. И теперь каждую стойку у корзины я слегка разминаю пальчиками, чтобы она была мягкая, податливая. Заправляю ее за трубочку основу и протягиваю ее вовне, вот таким образом, как на видео. Все то же самое я проделываю с остальными стойками у корзины. Здесь важно, чтобы трубочки стойки у нас были мягкие, податливые, пластичные, чтобы они не махрились и чтобы у них не было заломов. Для этого мы берем плотненькие трубочки для загибки и, соответственно, их хорошо обрабатываем. Обрабатываю я лаком с водой, иногда пропиткой дюфа с водой. В своем отдельном видео я подробно показывала этот процесс, ссылку оставляю в верхнем углу видео в подсказках и в описании под этим видео. Обязательно заглядывайте и смотрите. Кстати, в качестве основы для этой загибки можно использовать не только газетные трубочки, но и также какой-нибудь деревянный прутик. На видео я делаю один виток трубочкой стойкой вокруг трубочки основы, но если позволяет расстояние между трубочками, можно сделать и 2 витка, и 3 витка. Таким образом вы немного разнообразите эту загибку. Дошли до того момента, где нам нужно состыковать концы трубочки основы. Делаю это максимально незаметно. Подгадываю, в каких местах у нас концы будут скрываться под стойками у корзиночки, и в этих местах обрезаю. Итак, продели все наши стойки за основу по всему периметру корзиночки, и сейчас эти концы стоек я буду прятать вовнутрь. Каждый конец стойки я прячу вовнутрь за следующий, таким образом, как на видео. Можно немного разнообразить эту загибку и прятать, например, не за каждый следующий, а за каждый второй конец вовнутрь. Тогда загибка будет немного пышнее. Так как корзиночка здесь, на которой я делаю загибку небольшого размера, маленького размера, то внутри у меня очень мало места, и эти концы трубочек мешаются постоянно, поэтому я их по ходу дела обрезаю, а в конце я обрежу их полностью. Но если у вас корзиночка большего размера, то я чуть попозже покажу, что можно сделать внутри с этими концами. После того, как я все концы от стоек завела вовнутрь корзиночки, я сейчас покажу первый вариант, как можно закончить эту загибку. Просто обрезать эти концы. Причем обрезаю я их следующим образом, как на видео вы видите. Я срез делаю внутренний, чтобы у нас изнутри среза не видно было. Вот так у нас выглядит загибочка, где концы обрезаны внутри. В принципе, мне тоже нравится этот вариант, но давайте еще рассмотрим и второй способ окончания этой загибки. Он тоже достаточно простой, то есть, допустим, у нас остались вот эти концы внутри от стоек, и сейчас я каждый конец завожу за следующий вовнутрь, вот таким образом, как на видео, друг за дружку, по всему периметру окружности корзиночки внутри.
Как только я эти концы стоек завела друг за дружку внутри, я обрезаю кончики, которые торчат. Осторожно обрезайте кончики, не нужно их слишком сильно натягивать, чтобы обрезать, и смотрите, чтобы не обрезать их слишком коротко. Оставляйте буквально 3-4 мм на, так сказать, свободное облегание, тогда кончики будут фиксироваться и не выпрыгивать из своего места. Вот такая загибочка у нас получилась. Показываю оба варианта. Первый вариант мы кончики с вами сразу обрезали внутри, а второй вариант мы оформили внутренний край загибки и обрезали уже потом. Соответственно, во втором варианте у нас концы практически не видны. Вот эти пенечки не видны. Какой вариант подойдет к вашей корзине, там вы уже решайте сами. Очень надеюсь, что видео объяснение этой загибки вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Легкого плетения, вдохновения. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!